От каких женщин не уходят? Поговорим в этом видео. Прежде чем продолжим, маленькая просьба. Нажмите на колокольчик и подпишитесь на канал. Именно благодаря вашему этому действию видео распространится в избранное YouTube, и благодаря вашей помощи его смогут увидеть большее количество людей. От каких женщин не уходят? От двух категорий женщин. Первая – это удобная женщина. От удобной женщины не уходят. Очень часто от удобной женщины не уходят. Действительно так. Приведу пример. Есть Маша. Она замужем за Сашей. И у Саши есть любовница Вера. Маша уже 5 лет знает про существование Веры. Муж ее любит, эту женщину Веру, но он не уходит туда. И знаете почему? Потому что Маша очень удобная жена. Она знает про эту женщину, не пилит мозг, все 5 лет делает вид, что она ничего не знает, хотя оба знают, что она знает, но она подыгрывает ему, не задает ему неудобных вопросов, она продолжает ему также хорошо стирать, готовить, организовывать его быт и выполнять все домашние функции жены. Саше удобно. И любовница терпит много лет, 5 лет, ее не устраивает это, но она продолжает находиться в этой роли. И жена и терпит, и продолжает все делать, и не задает лишних вопросов. Очень удобная женщина. И поверьте, в таком варианте любовного треугольника вероятность, что Саша, который действительно, может быть, любит свою любовницу, к ней уйдет, крайне мала, потому что уйти от такой удобной женщины, как его жена, практически невозможно. Вторая категория женщин, от которых не уходят, это любимые женщины. Любимые, они не всегда удобные. Наоборот, очень часто мы влюбляемся в людей, которые полная наша противоположность, с которыми нам сложно, трудно, вообще непонятно, как можно ужиться с таким, но я его люблю. Или как можно жить с такой стервой, не знаю, она меня замучила, выпилила мне весь мозг, но я не могу от нее уйти, потому что люблю, у меня к ней сильные чувства. Почему люди испытывают такие сильные чувства, что даже не могут уйти от партнера, несмотря на все то, что там может быть? Два варианта. Первое – это человек рядом с вами, мужчина, может испытывать такие чувства и такую глубину чувств, которые он не может испытать без вас. Мы все в глубине души немножко наркоманы на чувства. Нам очень хочется испытывать чувств много. Мы чувствуем много, когда наша гормональная система вырабатывает определенных гормонов много. И люди подсаживаются на это, на вот эти гормональные всплески. Поэтому если мужчина испытывает с женщиной большую глубину и силу чувств, чем он может испытать без нее, в жизни с другими так не получается, то он будет немножко подсажен на нее, как наркоман на наркотик. И второй вариант, когда очень сильно тянет к какому-то человеку, это когда человек вам дает какие-то действия, делает по отношению к вам, которые вам очень важны, которые у вас в дефиците были в детстве, и вы прям питаетесь этим. Или когда с человеком в паре есть чувство, что вас видят настоящим такой, какой вы есть. В нашем мире огромный дефицит на эту видимость. Люди, общаясь с нами, видят какие-то свои проекции. Я, когда получила образование психолога и начала практиковать, а по сути моя работа психолога и заключается в том, чтобы, находясь час сессии с клиентом, видеть в этом человеке человека настоящего, убирать все свои проекции относительно других и помогать ему убирать проекции и решать какие-то свои внутренние конфликты. Вот когда я этот навык начала развивать в себе, он стал мне доступен. Вот просто вне сессии, выходя в жизнь, наблюдая за людьми, за знакомыми, я очень сильно стала видеть вот эти проекции. И я поняла, насколько сильно людям в жизни не хватает быть видимым. Ведь люди часто ходят к психологу даже не за решением, а просто за тем, чтобы выговориться, как говорят они. Но на самом деле за этим стоит именно желание побыть видимым, когда тебя видят настоящего, когда тобой интересуются настоящим. Это равно любви, да, в любви есть что-то похожее. Это один из компонентов, из чего состоит любовь. Это то, почему иногда любовь разваливается, отношения разваливаются, потому что вроде бы симпатия была, тело тянуло, чувства были, но партнер не видел настоящего. Вот это желание видимости, оно очень сильно склеивает людей. И если женщина будет видеть своего мужчину таким настоящим,
он, как правило, не сможет от нее уйти. Почему? Потому что другие не могут. Это очень-очень редкий навык. Тренируйте его, это очень полезно. Попробуйте рассматривать человека и видеть его настоящим, не навешивая на него ярлыки, не предугадывая его следующее действие, хотя, может быть, он вам настолько хорошо знаком, что кажется, что вы уже заранее знаете, что он скажет и сделает. Нет, посмотрите на него каждый раз как по-новому, потому что каждую секунду он может быть новым. Просматривайте, поинтересуйтесь им, и вы почувствуете, что человек начинает в ответ к вам тянуться, потому что это срабатывает как притяжение. Это очень ценно. Мы все хотим быть видимыми. И если вы даете человеку то, что он хочет, то он не уйдет от вас. В этом видео мы поговорили с вами о том, от каких женщин не уходят. Если видео понравилось, поставьте лайк. Если есть вопросы, смело пишите их внизу в комментариях. Читаю все комментарии, стараюсь отвечать на ваши вопросы. До встречи в новых видео. Пока-пока.